Подводим итоги недели. Ничего не изменилось на этой неделе. Сторона обвинения продолжает оглашать выборочные документы. Документы называются это договоры купли-продажи нефти, дополнение к договорам купли-продажи нефти и акты приема передачи нефти. Эти документы еще раз подчеркивают, что никакого завладения тайного без воли производителей нефти не было. Давайте вспомним, что 16 июня Михаил Борисович обратился с заявлением к суду, в котором еще раз акцентировал внимание и суда, и всех присутствующих в зале, что бесконечно слушать документы, подтверждающие его статус руководителя и владельца компании ЮКОСа, невозможно, так как эти документы можно оглашать бесконечно. Что нового появилось в этих документах? Появились новые две компании, которые не звучали в обвинении. Это ЗАО «Том Петролиум Газ» и Benedit Investment Limited. И сторона защиты на это несколько раз обращала внимание обвинителей, чтобы они смогли пояснить, какое отношение к предъявленному обвинению имеют данные компании. Что еще нового появилось на этой неделе в данных документах? Это даты заключения договоров, дополнений и дата актов приема передачи. Они вышли, эти акты, за пределы 2 июля 2003 года и за пределы 25 октября 2003 года. Именно в эти даты Ходорковский и Лебедев были взяты под стражу, и им определена мера пресечения в виде заключения под стражу в местах лишения свободы. Соответственно, занимать какое-либо служебное положение и совершать преступление в виде хищения нефти в форме присвоения с использованием служебного положения в этот период времени они не могли. На протяжении этого времени, когда идет судебный процесс, мы привыкли к тому, что решение суда бывает очень кратким, не имеется правовых оснований. Именно такое решение суда прозвучало по заявленному ходатайству о проведении экспертизы. Ходатайство прозвучало от Лебедева, и оно, в принципе, было не очень сложным. Лебедевым было указано, что в обвинительном заключении имеется явная арифметическая ошибка при сложении объема похищаемой нефти. И на это было заострено внимание еще Лебедевым в ходе предварительного расследования. Он неоднократно об этом заявлял. Об этом заявляли и защитники, и Ходорковский. Однако умышленно, мы считаем, что умышленно следствие не исправляет данную арифметическую ошибку. И для того, чтобы наглядно это показать, Лебедев заявил о необходимости проведения экспертизы, которую может провести не только научно-исследовательский институт, но и даже любой школьник из любой общеобразовательной школы. Однако нам судья вновь опять заявил, не имеется правовых оснований, не приведя какой-то иной аргументации по заявленному ходатайству. И в завершении всего в пятницу от Ходорковского в суд поступило ходатайство о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного заключения, так как совершенно однозначно было на протяжении всего этого времени со стороны обвинения представлено достаточно доказательств, что нефть не похищалась и похищена не могла. Это и маршрутные телеграммы Транснефти, которые подтверждают, что нефть поступала от производителя к потребителю, и об этом извещались государственные органы. Это и акты налоговой инспекции. И Михаил Борисович в данном ходатайстве просит суд решить вопрос, направить дело в прокуратуру для того, чтобы четко и ясно прозвучало, в чем он наконец-то обвиняется и от чего он должен